Так, ну, надеюсь, вы к этому были готовы. Я думаю, вы и так думали, что я это сделаю. В любом случае, вот 4 томика. Я их пробрал, уже обработал, как вы видите, благодаря вот этим вот закладочкам. Просто повыделяла страницы, которые мне нравятся. В общем, сейчас объясню, что тут как. Ну, в принципе, я не буду, типа, по истории или что-то еще, я ж не дурак. Я просто про издательство, вот про эти штуки расскажу. Видите, тут снизу они такие. И, в принципе, всякое такое. Значит, в чем смысл-то вообще? Чем оно отличается? Ну, мало того, что тут глянцевая обложка, глянцевая первая страница с артом. Вот это типа как бы обложечка самого томика, да? Она снимается. Эта штука, как я поняла, это рекламка. Она вот с обеих сторон идет. Обычно, как я понимаю, ее делает автор. Вот тут сзади тоже артики есть. В каждой есть свои, я потом отдельно покажу. В принципе, типа это все снимается вот в разобранном виде. То есть вот сама обложечка. Вот. Тоже глянцевая. Не такая жесткая, как в журналах, но глянцевая, прикольная. Артики, все дела. Тут вот сбоку издательство. Я не помню, как оно называется. Что-то там Grand Fantasy или что-то такое. В нем еще вроде Дворецкого выпускают. Ну, томик, название, понятно. Вот это вот рекламка, которая висит. Внутри тоже всякая рекламка. Вот Дворецкий, в принципе, как раз. G-Fantasy, а вот последние буквы я не знаю, что это значит. Ну, типа... Ну, всякие сайты, там, бла-бла-бла. Как я поняла, это, в принципе, они рекламируют разные манги друг другу и все тому подобное. То есть, ну, в принципе, неплохая хрень. Они еще вот тут дорисовывают вот сверху. Как бы саму обложку продолжают. Ну, в принципе, сзади то же самое. Вот из-за этих рук видно. Вот сам томик в разобранном виде. И то, что дается бонусами в онлайн-версиях, то дается тут в начале и в конце томика. Вот наше начало тома. Все очень классно. Тоже все глянцевое. Ну и само уже издательство дальше. Сейчас буду болтать про него. Значит, для примера возьму эту страницу, но понятное дело, что типа я покажу потом, что в других томах. Ну, не особо, потому что зачем, если одно издательство и все тому подобное. Но качество, конечно, вообще писец, потому что вот эти вот маленькие хироганы, которые тут написаны, они мега четкие. Не знаю, смогу ли я сфокусировать на них телефон нормально, но вот, в принципе, видно, что типа они очень мелкие, но в них отлично видно, ну, как бы они очень четко напечатаны. То есть, в принципе, качество, конечно, гораздо лучше. Как минимум среднестатистической райз-манги, которая у нас публикует всякое дело свое. Так что, да, вообще мега классно. Понятное дело, для тех, кто умеет читать японский. Так, тут еще посередине есть иногда страницы, которые должны быть цветными, но на деле они не цветные. Онлайн публикация, оно будет цветное и как бы глянцевое. Тут же оно, конечно, не цветное. Но, типа, что, большая потеря, что ли? Да нет. Тем более, что в онлайн-издательстве оно все равно печатается цветным. Плюс я думаю, что достаточно много людей, которые знают, где оно официально публикуется или официально выкладывается, там всякий твиттер, все такое, автора. Так что, да, примерно вот так. Сейчас я еще забыла об еще одном бонусе внутри манги рассказать. Не совсем бонус, это больше рекламка, но типа, камон. Все равно же приятно. Значит, внутри каждого, только 2. В первом и, по-моему, в третьем лежали вот эти вот вкладыши. По идее, это действительно реклама разных всяких манг внутри и тому подобное. Это довольно неплохо. Типа, камон. Тем более, что она такая цветная и разноцветная, красивая. Тут раскладывается супер-мега, вау. Куча иероглифов, какие-то тайтлы, которых я не знаю. Ну, я знаю Working, который был на обложке. Ох, ну понятно, Дворецкий, вот это вот чуваки, которых рекламировали на самой вкладыше, который снизу томика. Всякое такое. Тут я не знаю, конечно, ни одного тайтла. Так что все это потом складывается, ясное дело. Какие-то чуваки. Ну, как я понимаю... О, вот это вот еще знаю. Как я понимаю, это, конечно, типа, как бы публикуют, какие еще тайтлы выходят в G-Fantasy, что-то вроде этого. Да, кстати,
Не знаю, почему это так работает. Типа тут вверх тормашками переворачиваем, а тут нормально. Ну, окей. Ранбуха, кстати, антология, в которой принимали авторы G-Fantasy. Типа я знаю, что там Тесоба была, и Айдаира была. В общем, типа да. Я думаю, что это авторы G-Fantasy зафигачили этот большой коллаб. Плюс это раскрывается, как вы видите, по-другому. Это, видите, длиннющее. А это, типа, ох, вот так вот. Не знаю, может, они просто с годами поменяли, но, короче, как-то так. Как всегда, 100-500 тайтлов, ни один из которых я не знаю. Ничего особенного, ничего нового. Так что, да. Значит, это был первый томик. Вот все остальные. На третьем томике нету этой штуки, что есть довольно интересно. Не знаю почему. Плюс тут 2 раза повторяется этот принт. Тут он цветной и горизонтальный. Внутри он, по-моему, вертикальный и не цветной. В принципе, мне еще нравилось, я заметила это в онлайн-версии, вот такие штуки, что принты, которые идут на 2 страницы, специально посередине художник, ну, он знает, что тут будет как бы вот эта вот линия. Некоторые не знают, ну, точнее, они знают, а почему-то решили этим не утруждаться. А это даже было заметно, что, типа, сделала так специально, что, мол, типа, как бы изображение не будет прерываться, даже если оно будет распечатано на 2 страницы. То есть тут как бы даже вот так вот я сильно отогнула, ну, не сильно на самом деле. И все равно понятно, что общее изображение изображает. Молодец. В общем, в принципе, конечно, да, очень все классно, очень все замечательно. Осталось только показать вам вот эти вот маленькие вкладыши арты. Ну и я, в принципе, все. Будет конец моего обзора. Вау! А, еще забыла упомянуть, что, ну, мало того, что тут сзади информация, в том, что сзади тоже вот продолжение обложки, и как бы если ее выровнять, ну, понятно, то она как бы будет вся такая одним целым. Видела я больше всего это в развертышах Дози, не знаю почему, но, наверное, официальное издательство не очень-то хотят, чтобы мы видели отсканированное полностью красиво дело, ну, типа обложки, потому что никто не сканирует обложки, как ни странно, я не понимаю почему. Тем более, что они вот так вот красиво у некоторых издательств выходят. Но, видно, нет. В любом случае. Это 3-й том, единственный почему-то без вот этого вот вкладыша. Но, по-моему, внутри него была рекламка. То есть в первом была рекламка и вкладыш, и вот эта вот нижняя штука. Во втором просто вкладыш. В третьем ничего, кроме вкладыша. А в 4-м тоже вот эта вот нижняя штука. Причем, по ходу, без рекламы почти ничего, кроме самого Ханако и его манги. Плюс я, как и вижу, тут брелочек продается. Спрашивайте в местных ваших отделениях Японии за брелочком, купить его в полцены, все дела, ну вы поняли. Так что тут красивое дело, конечно, тоже. Вот это вот, если отсканировать, вообще в виде закладок можно использовать, потому что, ну, типа, оно такое вертикальное и все такое. Очень классно. Кстати, в конце есть вот такой вот тизер. Каждый раз, почти в каждом томике, в котором написана дата, когда оно выйдет, когда выйдет следующий том. И, в принципе, типа, то, что как бы, типа, должно происходить в следующем томе. Как вы видите, вот тут всякое такое, типа, вау-вау. Короче, тизеры непонятные, да? Ну, тут тоже все красиво, замечательно, конечно. Так что, что вам такого сказать? Ну, больше, в принципе, и нечего. Да, покажу вкладыши, я совсем забыла. Кстати, вот эти вот обложки немного съезжают каждый раз, когда я открываю томик. Ну, пофиг, да. Всем же пофиг, кроме меня. Тут вначале вот такое. И в 3-м я, по-моему, показала. Тут такие дела вот. Блин. Тоже вот брелочек. Как я помню, так был коллаб между несколькими тайтлами. Вот тут видно немножечко. Тут вот дворецкий с самой левой стороны. Черненький такой серый. Ниже еще пару-тройку тайтлов, которых я не знаю. Но я знаю, что да, был такой коллаб, в котором Ханако, Айдаира принимали все вместе участие. И, в принципе, вот сам принт. Вот еще арт, который я не видела, кроме как в этом издательстве. Ну, то есть, вы поняли, в самом настоящем томе. Почему-то его никто решил не показывать. Ну, ладно. В общем, вот как это выглядит тут. Вот как это выглядит тут. Ну и, в принципе, да. Сзади снова Ханако рекламируется сам себя.
Тут, по идее, тизер, как вы видите, которого не было в самом конце. Лисица, про которую арка. Ну, вот такие дела. В принципе, все очень классно и замечательно. Особенно меня сильно, конечно, порадовало, что вот эти вот маленькие хреновины хирогана, даже тут в таком вот, даже тут она, в принципе, различабельна. Как минимум мной, которая не привыкла, типа, как-то там пытаться придумать хирогану или что-то вроде этого. То есть ее, в принципе, видно даже вот в таком маленьком качестве, на такой маленькой панельке. Вот. Панелька, видите, действительно очень мало занимает. Так что, да.